В этом видео я покажу вам настоящую GTA 4, которая работает на мобильных устройствах. Это не фанатская разработка, не фейк, а полноценная GTA 4, которую можно запустить на телефоне уже сейчас. Но есть нюанс. Обязательно досмотрите ролик до конца, ведь дальше будет действительно интересно. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. В прошлом видео я рассказывал про причины, по которым GTA 4 не вышла на мобильные телефоны. Кто не видел, рекомендую посмотреть. А уже в этом видео я рассказываю, как поиграть в GTA 4 на телефонах. What? Это что, получается, GTA 4 все-таки вышла? Конечно же нет. При подготовке прошлого видео я наткнулся на очень интересное видео, авторы которых смогли запустить GTA 4 на телефонах. Есть несколько разных способов, с помощью которых на данный момент возможно запустить полноценную ПК-версию GTA 4 на мобильных устройствах. Я подумал и решил сделать видео для вас, в котором расскажу об этих способах. Возможно, кто-то знает про них, а кто-то, как и я, до недавнего времени не знал, и будет интересно посмотреть. После просмотра видео, авторы которых запустили GTA на своих Android устройствах, я стал изучать способы запуска и, немного разобравшись в данном вопросе, готов приоткрыть для вас завесу тайны. Эта тема не является секретной, но назвать ее особо популярной ввиду ее специфики сложно. Получается, нам и вовсе не нужен никакой порт от Rockstar, и теперь мы сможем играть в полноценную GTA 4 на телефонах. Нет. В теории все так, но есть нюансы, о которых сейчас расскажу. Первый способ запуска GTA 4 на телефоне возможен через Exagear. Это программа-симулятор, которая транслирует архитектуру x86 на ARM. Вкратце, на ПК используется архитектура процессоров x86, которая обладает определенным набором команд. На мобильных устройствах используется архитектура ARM, в которой используются другие команды. Если совсем просто, то x86 более сложно, а ARM более простая. Соответственно, программы от одной не подходят к другой. Если мы устанавливаем этот эмулятор на Android смартфон, то внутри этого эмулятора мы можем запускать различные ПК-приложения, в том числе и игры на телефоне. Казалось бы, то, что нужно, и теперь можно запускать игры с ПК на своем телефоне. Да, отчасти это так. И таким способом можно запустить GTA 4, но не все так просто. Во-первых, этот способ далеко не для всех, так как нужно произвести немало манипуляций. Сначала нужен сам эмулятор Exagear, также нужен специальный кэш к нему, после чего нужно поместить желаемую игру в установленном виде в определенную папку на вашем телефоне, а далее производить настройки внутри эмулятора для дальнейшего запуска. И для каждой игры эти настройки могут отличаться. Но самый главный вопрос остается за оптимизацией. GTA 4 и на ПК далека от оптимизации. Как же она будет работать на телефоне? Насколько мне удалось узнать, сейчас ситуация с производительностью в данном эмуляторе стала значительно лучше, чем это было изначально. Прямо перед вами происходит подготовка системы для запуска GTA 4 на Android устройстве. Ссылку на полное видео я оставлю в описании, чтобы вы могли более детально изучить материал. Как мы можем наблюдать, GTA 4 запускается на телефоне, что уже кажется чем-то невероятным. Лично для меня это так. Все настройки графики выкручены на минимум, чтобы максимально повысить производительность. Также установлен мод на низкое качество графики для достижения лучшей производительности. И вот GTA 4 работает на телефоне. Интересно, а Rockstar знают про это? Нет. Как можно заметить, качество картинки не самое лучшее, но игра работает на телефоне, и сам факт этого впечатляет. По производительности игра показывает в среднем в районе 15 кадров, иногда поднимается до 20 и выше. Плюс идет захват видео, который съедает порядка 20-30% от мощности процессора. Без захвата, я думаю, будут стабильные 20 кадров, может и больше. В принципе, в таких условиях возможно играть в GTA 4 на телефоне, но если рассуждать с точки зрения комфорта, то это сложный способ не для простого игрока, который просто хочет установить и играть. Во-первых, установка и настройка всего этого софта занимает немало времени, и далеко не каждый телефон способен нормально работать с эмулятором. Плюс нужен достаточно мощный телефон, чтобы запускать тяжелые проекты по типу GTA 4. Ну и наконец, качество картинки пока остается на низком уровне. Как сам факт того, что такое возможно, это безумно круто. Огромный респект тем людям, кто занимается разработкой этого эмулятора. Возможно, в будущем получится добиться еще больших результатов. В общем, этот способ рабочий, но требует определенных навыков и мощного смартфона. Следующий способ мне показался с одной стороны более интересным, а с другой более сложным на этапе подготовки. Но при этом после всех настроек это будет, вероятно, самый простой способ запуска игры. И что самое главное, производительность в игре с этим способом на более высоком уровне. Итак, способ номер 2 — это установить Windows на телефон.
Да что ты, черт побери, такое несешь? Да, вы не ослышались, если точнее, то специальную версию Windows под ARM архитектуру, на которой работают смартфоны. Как это все делается, вы можете в свободном доступе найти и на YouTube, а также куча тем на форумах. Пару ссылок я оставлю в описании. После всех манипуляций ваш телефон не станет кирпичом на Windows. У вас будет и ваш обычный Android, и Windows, а выбор системы будет осуществляться через загрузчик. В данном видео установлен Windows 11 ARM. Выглядит уже очень необычно. В данном случае, в отличие от эмулятора, что я показывал ранее, вы можете делать все, что захочется, ведь это уже Windows. Вероятнее всего, любое приложение или игра будут работать. Здесь у автора ролика GTA 4 идет уже в стабильный 35 кадров и выше, что уже значительно лучше, и это уже играбельно, и даже выше консольных 30 кадров. Более высокое разрешение и картинка уже более четкая, что делает такой вариант игры более играбельным. Если игра будет работать стабильно и без вылетов, то вполне вероятно, что ее получится полностью пройти. Если вы обладатель мощного телефона, то там уже можно поиграться с настройками графики и добиться более красивой картинки. Так как это Windows, то про сенсорное управление можно забыть. Но и тут, я уверен, есть выход, возможно, получится подключить геймпад и играть вполне себе комфортно. Уже сейчас путем эмуляторов и Windows под ARM можно запустить стандартную GTA 4 на телефонах, и процесс геймплея будет вполне играбельным. И то, что энтузиасты это все делают, за это им почет и уважение. Это все дает понять, что телефоны уже сейчас могут переварить никак не подготовленную для них игру. А если это все заточить под телефоны, то уверен, результат будет отличным. Возможно, если все-таки Rockstar сами не сделают порт GTA 4 на мобильное устройство, то это сделают фанаты. Остается только ждать. Конечно, все показанные мной способы не идеальны, но самое главное, что игра работает, и со временем, я думаю, это все можно будет усовершенствовать. Ссылки на все материалы из видео я оставлю в описании. Напишите также в комментариях, что думаете по этой теме. Мне будет интересно почитать. Спасибо, что смотрели данное видео. Спасибо всем с Boosty за вашу поддержку. Увидимся с вами в новых видео. Всем пока.